Приветствую, друзья! Это оружейные обзоры от компании IBIS. И сегодня мы с вами рассматриваем новые модели продукции американской фирмы Patriot Ordnance Factory. Нужно вам сказать, что первая поставка винтовок и карабинов Patriot Ordnance Factory пришлась очень по душе украинским стрелкам, и они достаточно быстро завоевали популярность, несмотря на то, что до этого данных винтовок и карабинов на нашем рынке никто не видел и не знал, и несмотря на свою достаточно высокую стоимость. Но я напомню для всех тех, кто хотел бы разобраться с особенностями карабинов Patriot Ordnance Factory, у нас есть достаточно большой, длительный и подробный обзор всех их нюансов, всех их особенностей и всех тех деталей, которые действительно делают оружие уникальным и не похожим на все остальное в этом классе. Вы можете найти ссылку на этот обзор в описании к ролику. Тем временем в 2017 году компания Patriot Ordnance Factory решила обновить свой модельный ряд и выпустила несколько новых моделей. Прежде всего, они обновили две свои стандартные модели. Модель 415 – это самозарядный карабин в 223 калибре, то есть 5,56 на 45. Теперь он называется P415 Edge, и о его отличиях я сейчас скажу немножко подробнее. Также компания POF USA обновила винтовки в калибре 308. Выпустила модель P308 Edge, которая также отличается небольшим количеством косметических улучшений. Но самое главное, о чем я сегодня хочу рассказать подробно, это совершенно новая модель. Вот эта винтовка, или же карабин, в 308 калибре, то есть 7,62 на 51. Этот карабин носит название POF Revolution. И такое громкое название он носит совершенно не зря. Сейчас я постараюсь во всех подробностях объяснить, что же в нем такого революционного. Итак, для понимания сути проблемы давайте для начала поговорим о разнице между двумя калибрами. 223 Remington и 308 Winchester. Они же 5,56 на 45 и 7,62 на 51. Вот этот калибр является стандартным калибром для стрелкового оружия армии НАТО и стандартным калибром для гражданских винтовок и карабинов типа AR-15, то есть имеющих армейские корни, но предназначенных для гражданского охотничьего рынка. Калибр этот имеет достаточно большое количество плюсов. Прежде всего, это небольшая отдача, это достаточно дешевый патрон, это малый вес винтовок и малый вес боекомплекта к этим винтовкам. То есть все это вместе делает его неплохо приспособленным для решения задач на дистанциях, грубо говоря, до 300 метров. Но практика, в том числе и военная практика использования этих калибров, она показывает, что его все-таки бывает недостаточно при стрельбе на более дальние дистанции, либо когда нужна более высокая мощность патрона. Здесь на выручку приходит другой натовский калибр 7,62 на 51. Здесь уже значительно более крупная и тяжелая пуля калибра 7,62, и она значительно стабильнее и предсказуемо летит на большие дистанции, и кроме того она обладает заметно большей энергетикой при стрельбе на дистанциях коротких. Вот только оружие для такого калибра, самозарядные винтовки и карабины, они также оказываются заметно габаритнее и увесистее, чем AR-15. Такие винтовки носят общее название AR-10. И вот в качестве примера одна из моделей винтовок P308 от компании POF USA. Эта винтовка показывает себя очень хорошо как оружие точной огневой поддержки, то есть DMR винтовка. Естественно, она также применяется и для охотничьих задач. Тем не менее, винтовка большая, достаточно увесистая, и по сравнению с карабином в 223 калибре она находится, называется, совсем в другой весовой категории. Так вот, создатель и главный оружейник компании Patriot Ordnance Factory Фрэнк де Сомма, он очень много времени провел над тем, чтобы сделать винтовки в 308 калибре такими же легкими, такими же компактными и столь же удобными, как карабины в 223 калибре. И это именно та задача, которую он постарался решить с помощью модели POF Revolution.
сути, карабин POF Revolution представляет собой поршневую AR-15, которая стреляет патронами 308 калибра. Сейчас я покажу вам один фокус. Я уверен, что такого фокуса вы больше не видели никогда. И на продукции других производителей вы его не увидите. Я разбираю данный карабин, отсоединяю его нижнюю часть и верхнюю часть. И то же самое я сделаю с карабином в 223 калибре, который называется P415 Edge. Как вы можете видеть, их нижние части отличаются прежде всего размерами шахты магазина, потому что в данном случае для 308 калибра магазин нужен значительно большего размера. В случае же с 223 окно шахты магазина небольшое. Так вот, я могу взять аппер, то есть верхнюю часть, от винтовки POF Revolution в 308 калибре и установить ее по посадочным местам на ловер от карабина в 223 калибре. Это говорит о том, что POF Revolution, эта система, это по сути AR-15, то есть карабин 223 калибра, который работает с гораздо более крупным патроном 308 калибра. За счет чего это стало возможным, сейчас постараемся разобраться во всех подробностях. Итак, подробности. Для начала давайте рассмотрим, как же устроена платформа POF Revolution и чем она отличается от предыдущих моделей производства компании Patriot Ordnance Factory. Вот у меня затворная рама от POF Revolution. Это затворная рама от карабина в 223 калибре P415. И теперь для сравнения я извлеку еще одну затворную раму из карабина P308. Я думаю, вы без всякого труда можете видеть, в чем заключается разница между ними. То есть POF Revolution работает на затворной раме для AR-15, для калибра 223. Но затворная личинка здесь выполнена с таким диаметром зеркала затвора, чтобы принимать гильзу 308 калибра и работать с ней. Сделать это на самом деле достаточно непросто. Прежде всего, это требует применения специальных материалов для изготовления личинки затвора. Это требует очень точной металлообработки. Это требует очень точного расчета всех давлений, усилий и нагрузок, которые приходятся на область личинки затвора, затворной рамы, на область ствольной муфты и боевых упоров огнестрельного оружия. Но в данном случае мы можем целиком и полностью положиться на знания, опыт и авторитет Фрэнка де Соммы, потому что прежде чем выпустить это оружие в продажу, компания в течение более года проводила его всесторонние испытания. На всякий случай повторюсь еще раз, максимально наглядно. Вот этот затвор, затворная рама, это карабин P415. Он функционирует в 223 калибре. Вот этот затвор и затворная рама – это карабин P308. Он работает в 308 калибре. А вот этот затвор и затворная рама, который выглядит очень похоже на аналогичную деталь от 223 калибра, это затвор от карабина POF Revolution. И он также работает со значительно более крупным 308 калибром. То есть, по большому счету, Фрэнку де Сомме удалось полностью вместить все необходимое для надежной и полноценной стрельбы 308 калибром в форм-фактор AR-15. То есть вот в такой верхний ресивер и с помощью вот такой затворной рамы. Естественно, разница между AR-15 и POF Revolution, она заключается не только в диаметре зеркала затвора. Здесь есть также и другие конструктивные отличия.
Но, тем не менее, между верхними ресиверами POF Revolution и POF P415 есть очень много общего. Например, вот такой момент, как длина рукоятки взведения для данного карабина. Вот для сравнения извлекаем рукоятку взведения для P415 и видим, что по своей длине они абсолютно одинаковые. В то же время у карабинов P308, традиционных карабинов под 308 калибр, они гораздо длиннее, и это известная особенность платформы AR-10, на которой такие карабины были построены до того. Вот, собственно, и есть основная революционная черта данной модели по сравнению с предыдущими, потому что в размерах, габаритах и в массогабаритных характеристиках 223 модели теперь размещается 308 калибр. В карабине POF Revolution есть еще много достаточно интересных технических решений, о которых я с удовольствием расскажу, но сперва, для того, чтобы это все было значительно нагляднее, я постараюсь его еще больше разобрать. Для этого я намерен снять с него цевье, которое здесь устанавливается с хвостовиком над верхним ресивером, и после этого большинство технических деталей и особенностей данного карабина станут гораздо более очевидны. Так, снимаем цевье. И теперь многие особенности данной системы будут нам гораздо виднее и заметнее. Начнем с цевья. Как видите, это достаточно монолитная конструкция, которая делает ствол с газовой системой карабина или же винтовки свободно вывешенными. При этом это консольное цевье имеет интерфейсы для установки дополнительных планок Пикатинни, но производитель постарался его максимально облегчить и сделать его тонким, для того, чтобы его можно было удобно обхватить левой рукой. Несмотря на высокий профиль, который необходим для того, чтобы под ним помещалась газовая система, газовый поршень данной винтовки, несмотря на высокий профиль, держать его действительно стало удобнее, чем широкие и толстые цевья предыдущего поколения. И это главное отличие моделей, которые носят название Edge, потому что у всех у них цевья имеют вот такой вот тонкий изящный профиль. В остальном же фирменная особенность данного цевья осталась прежней, то есть вот этот хвостовик садится на посадочное место на ресивере винтовки, и благодаря этому у вас получается очень длинная база для установки прицельных приспособлений. На вот эти посадочные места можно посадить дополнительные планки Пикатинни. На этот раз их в комплекте уже не поставляют, но их всегда можно докупить отдельно. А в том случае, если необходимости в этом нет, вот такое окошко в планке Пикатинни позволяет удобно размещать на винтовке прицелы с большим диаметром передней линзы. В данном случае их можно посадить миллиметров на 6-7 ниже, чем на таком варианте. Теперь давайте внимательно посмотрим на автоматику винтовки. Фирменная поршневая газ-система компании Patriot Ordnance Factory все так же имеет 5 положений газового регулятора и все так же очень легко разбирается для чистки и обслуживания. Вам нужно повернуть газовый ключик в нижнее положение, после чего он извлекается поршень и длинный толкатель. Все, система по сути состоит из 3 достаточно простых и надежных деталей. Здесь нет никаких возвратных пружин, здесь нет никаких мелких деталей, которые могут сломаться, либо выйти из строя, либо засориться. Именно это делает данную поршневую систему настолько надежной. На креплении ствола к верхнему ресиверу можно увидеть фирменный barrel nut, то есть ствольную гайку, которая выполнена из легкосплавного материала, из алюминия, и она специально сделана длинной. По сравнению со стандартной,
а также на ней предусмотрены вот такие ребра. Это все сделано для того, чтобы эффективно отводить тепло от патронника винтовки, чтобы не перегревалась центральная область оружия, которая подвергается самым большим давлениям и самым серьезным температурным перепадам. За счет материала данной гайки, то есть алюминия, и за счет этих ребер тепло отводится очень эффективно. Теперь давайте обратим внимание на ствол. Стволы компании POF USA выполнены из хромолибденовой стали, но в отличие от большинства других производителей, внутренняя поверхность канала ствола, а также некоторые другие детали здесь подверглись специальному упрочнению. Оно называется нитрирование, и эта обработка повышает твердость поверхности стали до 70 единиц по Роквеллу. Это очень большая величина, которая позволяет такой стали оставаться устойчивой к высоким давлениям, к высоким температурам, к коррозии в том числе. В общем, такой ствол оказывается значительно более выносливым и долговечным, чем обычные стволы из хромолибденовой стали, не защищенные какими-либо покрытиями. Также обратите внимание, на стволе длиной 16,5 дюймов выполнены довольно-таки глубокие каннелюры. Сделано это для снижения веса. И очень многие компоненты винтовки POF Revolution подверглись вот такому облегчению для того, чтобы этот карабин, эта винтовка стали максимально похожи по массогабаритным показателям на аналогичное оружие в 223 калибре. Поэтому не стоит удивляться, что конструкторы постарались убрать излишний вес везде, где только можно было, сделав соответствующие выборки, проточки, каннелюры. И благодаря этому с таким оружием действительно гораздо удобнее обращаться, им удобнее пользоваться, чем габаритными AR-10 системами под 308 калибр. В остальном же из изменений мне остается отметить только новую конструкцию трехкамерного дульного тормоза, который немножко видоизменился со времен модели P308 и по утверждению производителя стал еще более эффективным. Твист ствола, то есть шаг нареза в данном стволе, 1 к 10 дюймам. Это позволяет надежно стабилизировать даже достаточно тяжелые и дальнобойные пули. Собираем Revolution обратно и поговорим о некоторых других характерных особенностях данного карабина. Итак, с описанием аппера, то есть верхней части карабина Revolution, мы практически закончили. Мне остается только добавить, что, как и в предыдущих моделях, в патроннике этого карабина применена специальная система, которую компания POF называет E-квадрат. То есть 4 продольных проточки в области шейки гильзы, которые позволяют пороховым газом при выстреле немножко отлепить шейку гильзы от стенок патронника и тем самым сделать экстракцию стрелянной гильзы более надежной и более повторяемой. Вот так выглядит гильза, выстреленная из данного карабина. И если присмотреться, то на ее шейке как раз заметны почернения от этих самых продольных проточек. Но тем не менее свою работу они выполняют. И экстракция стрелянной гильзы из данного карабина производится легко, надежно и единообразно практически во всех ситуациях. Затворная рама у POF Revolution, как и у других карабинов этого производителя, никелирована, а личинка затвора хромирована. Сделано это все для облегчения чистки и обслуживания данного карабина. В большинстве случаев после стрельбы достаточно просто взять в руки ветошь и протереть нагар с этих частей. Он очень легко с них отходит. На затворной раме вы можете видеть еще одно фирменное усовершенствование
компании POF USA. Это так называемый подшипниковый кэмпин, то есть подшипниковый копирный штифт. Головка копирного штифта в данном случае выполнена с подшипником качения, который позволяет снизить трение между этой деталью и верхним ресивером оружия при стрельбе. Ну и, кстати говоря, рукоятка взведения для данной винтовки, она двухсторонняя, ее можно разблокировать как с этой стороны, так и с этой стороны. То есть пользоваться ею будет совершенно одинаково удобно, как правшам, так и левшам. Абсолютно то же самое можно сказать в принципе про карабин POF Revolution, потому что здесь наступает время обратить внимание на его нижний ресивер. Как и во всех других моделях этого производителя, здесь полностью продублировано управление всеми самыми важными органами, и ими можно пользоваться с любой стороны. Это прежде всего предохранитель, это клавиша выброса магазинов и также кнопка сброса и постановки на затворную задержку. С этой стороны и вот здесь в спусковой скобе предусмотрен специальный рычаг, который позволяет поставить затвор на затворную задержку. Все это делает использование такого оружия очень удобным в любой ситуации, но еще несколько штрихов, которые позволяют понять, насколько серьезно производитель продумывал конструкцию своего оружия перед тем, как предложить его потребителям. Вот эта пластиковая вставочка в ресивере, она предназначена для того, чтобы полностью устранить люфт между верхним и нижним ресивером. Она играет роль небольшой прокладочки, которую можно вывинтить на необходимую величину, после чего смыкание верхнего и нижнего ресивера будет происходить с некоторым усилием, но люфта между ними наблюдаться не будет. Также хотел бы обратить ваше внимание на конструкцию трубы буфера отдачи. Вот здесь видно, что у этой трубы есть такой выступающий хвост, который выходит далеко вперед фиксирующего штифта буфера отдачи, а нужно это для одной очень важной цели. Дело в том, что у винтовок с поршневыми системами иногда бывает такая особенность, которая называется перекос затворной рамы. В отличие от системы с прямым вводом газов, которая двигает затворную раму в верхнем ресивере прямолинейно назад, толчок от толкателя приходится в верхнюю часть данной затворной рамы. В результате может вызывать небольшой перекос в сам момент удара толкателя по затворной раме. Так вот, для того, чтобы задняя часть затворной рамы не делала выборки в алюминиевом ресивере, не подклинивала в нем, труба буфера отдачи здесь имеет вот этот специальный хвостовой выступ. И в этом случае затворная рама и в переднем, и в заднем положении все время лежит своей задней частью на трубе буфера отдачи. Благодаря этому никаких перекосов не возникает и, соответственно, никакого повышенного износа также быть не может. То есть даже такие моменты, которые беспокоят далеко не всех производителей подобных систем, в данном случае учтены и приняты все необходимые конструктивные меры, чтобы никаких негативных последствий не возникало. Мне остается добавить, что в конструкции карабина POF Revolution, так же как и в новых моделях P415 Edge и P308 Edge, используется обвес, то есть рукоятка и приклад уже от другой компании. Это не Magpul, как было в предыдущем поколении. В данном случае это рукоятка и приклад компании Mission First Tactical. Рукоятка отличается от продукции Magpul более вертикальным углом. Он, в принципе, удобнее для оружия такого типа. А приклад отличается очень небольшой массой и достаточно такой интересной конструкцией. У него есть единственный элемент, который позволяет настраивать его длину. Двигается по трубе он без излишних лифтов и, в принципе, выдерживает достаточно серьезные нагрузки, несмотря на то, что приклад этот пластиковый. Снизу на нем предусмотрен разъем для QD-антапки и также
задней части ресивера предусмотрено на муфте несколько вот таких гнезд для QD-антапки ремня. Также их можно видеть, например, на цевье. То есть размещение ремня на винтовке производитель также продумал. Подытоживая, отмечу, что данное оружие, наверное, является венцом творения Фрэнка де Соммы и Patriot Ordnance Factory и действительно доказывает, что талантливый оружейник, талантливый конструктор может подойти к решению проблем, которые оказались совершенно нерешаемыми в оружейной сфере, найти новые подходы к ним и добиться того, чтобы на выходе получился действительно законченный, очень гармоничный и очень удобный и радующий своего владельца продукт. То есть данное оружие уже завоевало первые положительные отзывы стрелков в Украине и, естественно, его также оценили во всем мире. Я более чем уверен, что ему уготовано большое будущее. И, соответственно, я также надеюсь, что еще не раз мы будем рассказывать вам о том, какими интересными инновациями и какими новинками будет радовать нас компания Patriot Ordnance Factory. Вот так вкратце о новинках POF USA. Если у вас остались вопросы, я, как обычно, предлагаю вам задавать их в комментариях к данному ролику. И если вы хотите оставаться в курсе самых горячих и интересных оружейных новинок, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Кстати, вспомнилось, в комментариях к предыдущему ролику некоторые зрители ехидно замечали, что, дескать, если продукция компании Patriot Ordnance Factory настолько надежна, то зачем же на своих карабинах и винтовках компания до сих пор делает вот этот рудимент, досылатель затвора и затворной рамы, который позволяет ему вручную дозакрыть затвор в случае, если он по каким-то причинам не дозакрылся автоматически. Обычно об этом действительно говорят как о рудименте, который остался в наследство от армейских винтовок М16. Но тем не менее я знаю как минимум одну ситуацию, когда применение досылателя действительно необходимо. Как вы знаете, для взведения винтовки нужно отвести затвор назад и отпустить его без сопровождения. При этом винтовка издает достаточно громкий лязг, когда затвор попадает в затворную муфту и закрывается на боевых упорах. Звук этот действительно громкий. И иногда, в некоторых случаях, может возникнуть необходимость дозарядиться тихо. Так вот, рукоятка взведения затвора, она на самом деле не может дослать его в переднюю сторону. Она может только оттянуть его назад. И поэтому, когда затвор у вас при тихой дозарядке не дозакрылся по каким-то причинам, это вполне возможно, то для того, чтобы убедиться, что затвор закрыт, нужно сделать несколько вот таких движений большим пальцем по клавише досылателя. Поэтому, несмотря на то, что это рудимент, его продолжают ставить на всех карабинах и винтовках типа AR-15 и AR-10, и я думаю, что и в будущем эта деталь будет присутствовать на винтовках и карабинах данной оружейной платформы.